Супервитаминка от нейрографики или как рисовать по 10-20 минут в день и прорабатывать свою тему целиком. Прежде всего, должна сказать, что лучше взять алгоритм и прорисовать его целиком сразу, не разбивая на части. Так работа будет идти эффективнее, а результат вы получите намного быстрее. Если у вас мало времени, возьмите маленький формат. Вот это формат А5. На него у вас уйдет от силы минут 40, да, если вы не первый раз рисуете нейрографику. Опять же, вы можете взять еще меньше формат и потратить на него не 10 минут, когда рисуете очень быстро, да, а рисовать вдумчиво и потратить на это 20 минут. Да, вы тоже получите результат, вы проработаете целиком просто на маленьком формате листа. Но опять же, если вы хотите нарисовать что-то такое, что-то большое, красивое, но у вас нету на это времени, тогда придется бить алгоритм на части. Сейчас я расскажу, как это можно сделать максимально мягко и безболезненно. Насколько частей бить алгоритм зависит от того, сколько времени у вас есть, да, и сколько времени вы вообще тратите на рисование и проработку своей темы. Сейчас я вам расскажу максимальное количество шагов, то есть как можно прям очень мелко разбить этот алгоритм, вот, чтобы его глубоко рисовать, да, по чуть-чуть. Но смотрите, его нужно будет рисовать каждый день, то есть день за днем, иначе особой проработки не будет. Чем дольше периоды между возвращением к этой работе, тем больше теряется коннект, и тем меньше пользы вы получаете. Ну что, понятно? Тогда поехали. Допустим, день первый. Вы пишете тему и выполняете упражнение 20 слов за 2 минуты. Да? Активируете свой нейронный контур, который отвечает за эту тему, говорите, сейчас мы будем работать. И сразу же после этого вы рисуете композицию. Да? Так вы визуально показываете себе, да, и своему мозгу тему. Вот это я, вот это то, что я хочу, либо вот это вот, когда мы делаем выброс эмоций, да, вот так вот выглядит та проблема и тот нервяк, который сидит внутри меня. То есть мы нашей теме даем визуальное изображение. Если времени больше нету, окей, останавливаемся. Следующее, что мы делаем, это вносим нейрографические линии и скругляем пересечения. Очень важно, запомните, мы никогда не бросаем работу, пока не скруглили абсолютно все пересечения и углы. Это правило безопасности, техника безопасности в нейрографике. Да, мы не оставляем лишней колкости в теме, которую прорабатываем. Еще одно правило, когда вы вносите нейролинии, все ваши элементы, да, все ваши кружочки, которые вы нарисовали, они должны быть связаны между собой. Нигде не должно быть отдельно стоящего какого-то кружочка, да, квадратика и так далее. Все связано. После того, как вы пронейрографировали и скруглили, да, опять же, не забываем, отслеживаем рефлексию, свое состояние, и вам нужно бежать, вы можете бежать. Следующее, что мы делаем, это вносим цвет. Мы можем, если у вас достаточно времени, да, внести сразу все цвета, которые вам нужно, либо то количество цветов, которое вам позволяет время. Цвет мы вносим до уровня достаточности, и когда мы вносим цвет, да, мы его берем, и пока мы его вносим, мы задаем себе вопрос, что для меня значит этот цвет в данной теме, какую эмоцию он несет, какой образ в голове у меня всплывает, как мое тело на это реагирует. То есть, по сути, я вам сейчас рассказываю рефлексию, это вы можете делать на каждом, даже не можете делать, а лучше всего делать на каждом шаге, когда вы рисуете нейрографику, да, но почему-то, когда вносят цвет, об этом часто забывают. Поэтому, пожалуйста, про каждый цвет спрашивайте себя, да, какую энергию он несет, что он для меня значит, и выводите это на уровень осознанности, да, как интересно, что в контексте этой темы, да, на какие мысли меня это наводит. Если времени нет, оставляем и идем дальше. Следующий шаг, который мы делаем, это вносим линии поля, да, находим фигуру фиксации. Фигура фиксации – это наше графическое решение. И, естественно, поскольку появились новые линии, да, или это те же линии, но они стали намного толще, мы обязательно что делаем? Правильно, скругляем все пересечения, потому что работа наша должна быть плавная, тягучая, да, мы убираем все колкости, проблемы, остроты, говорим нашему мозгу, не переживай, все хорошо,
Это безопасно, да, мы находимся в безопасной среде. Пока вы это делаете, задайте себе вопрос, как сейчас звучит моя тема, да, потому что вы проделали работу и тема поменялась, как сейчас она звучит. Далее, сейчас или в другой день вы снова возвращаетесь к работе, вы смотрите на нее и доводите ее до вау-эффекта. Да, тут вы уже подключаете немного своего внутреннего художника, включаете свое эго и говорите, вот я хочу, чтобы было так. Где-то делаете объем, где-то вносите тень, на примере нейроарта. Да? Где-то тень, где-то объем, где-то сияние. И тогда работа сияет ярче. И снова спросите, как звучит теперь моя тема? Запишите новую тему, это будет тема 2.0. Нейрографика – это процессуальный метод, да, и вы уже что-то проработали. Также, если вы записывали свои инсайты, из них вы можете составлять план действий, чтобы прийти к своей теме. Еще один важный нюанс. Если вы прерываете свою работу, то когда вы возвращаетесь к ней, вы должны настроить себя на то состояние, в котором вы были, когда ее прекратили. Да? То есть нельзя, вот я тут бегала, суп варила, да, с ребенком играла, и вот у меня есть 10 минут, все, сейчас я прорисую про свой бизнес. Нет, во-первых, каша в голове. Да, у вас голова сейчас забита совсем другими вопросами. То есть вам нужно выдохнуть, почитать свою тему, вспомнить то состояние, в котором вы были, когда вы закончили, да, рисовать свою работу в прошлый раз, да, что у вас там было в теле, что было в эмоциях, да, какое было состояние, какие мысли были в голове. Если вы боитесь, что вы забудете это, записывайте. Да, записывайте свою рефлексию, записывайте свое состояние. Тогда вы сможете почитать, да, и настроиться. Можете заново сделать упражнение 20 слов за 2 минуты в этой теме, да, снова активировать, да, нужный нейронный контур. Именно тогда, когда вы уже вошли в состояние, на котором вы закончили работу, вы можете продолжать работу дальше. Ну а если тревога постоянно ваш спутник, вы уперлись словно в стену, не можете прийти к заветной цели, то бишь у вас простуда либо серьезное заболевание, то вам лучше идти к врачу за действительно хорошим лечением. То есть приходите на консультации, а лучше брать пакетом коуч-сессий, потому что лечитесь вы не один день, правильно, а 5-7 дней как минимум. Так и здесь берите пакеты из коуч-сессий и приходите к реальным результатам. Прорабатывайте вашу проблему и получайте то, чего вам так очень хочется. Информация про коуч-сессии в ссылке в шапке профиля. Или просто напиши мне в личку.